Привет, фанаты BTS. Каковы на самом деле планы двух самых ярких участников BTS? Почему HYBE так тщательно скрывает это? И почему внутренний сотрудник решил слить это сейчас? Большой сюрприз потряс сообщество фанатов BTS в последние несколько дней. Утечка от сотрудника HYBE Corporation, гигантского агентства, стоящего за мировым успехом группы BTS, раскрыла шокирующие факты о большом плане, который был скрыт все это время. Сотрудник, чья личность по-прежнему конфиденциальна из соображений безопасности и профессиональных соображений, раскрыл проект сотрудничества между Чон Чингуком и Ким Тэхёном, Ви, двумя громкими именами, которые не только занимают вершину южнокорейской индустрии развлечений, но и имеют необычайное влияние во всем мире. Однако самым удивительным является не план концерта или дуэтный альбом, а то, как HYBE намеренно решили не публиковать проект, пока не будет сочтено подходящим время. Так в чем же причина этой секретной стратегии? И насколько этот проект изменит ландшафт индустрии развлечений К-поп в целом? В эксклюзивном интервью с бывшим сотрудником производственного персонала, участвовавшим в проекте BTS, выяснилось, что грандиозный план вынашивался с начала 2024 года, задолго до того, как Чингук начал свой сольный тур, а Тэхён закончил свой личный музыкальный проект. Они готовили это втайне. Даже некоторые из внутренних сотрудников HYBE не знали, что они объединят две самые сильные стороны BTS в одном глобальном проекте сотрудничества, сказал он. Эта информация, безусловно, противоречит официальной версии, которую HYBE выстраивает до сих пор. Агентство в течение последних нескольких месяцев подчеркивало, что их основное внимание уделяется сольному развитию каждого участника BTS во время перерыва группы. Однако эта утечка говорит об обратном, что HYBE готовит глобальный сюрприз с участием Чингука и Тэхёна не как части BTS, а как динамичного дуэта с рыночной властью, который никогда официально не объединялся ранее. Эта утечка вызывает много вопросов. Является ли этот проект новой формой рыночного эксперимента от HYBE? Или это стратегический ответ на индивидуальную популярность, которая начала колебаться с тех пор, как участники начали сольную карьеру? Тот факт, что у обоих очень сильные фан-базы в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии, делает этот проект центром коммерческой и культурной власти. В ходе дальнейшего расследования было обнаружено, что рассматриваемый проект был не просто выпуском совместной песни или обычным дуэтным выступлением. Сотрудник упомянул, что готовится секретный мировой тур с временным названием T&K Eclipse Tour 2026, о котором планируется официально объявить после того, как оба закончат свою военную службу. Сообщается, что тур охватит 15 стран, включая Южную Корею, Японию, США, Великобританию, Бразилию и Индонезию. Но самый большой вопрос – почему HYBE держит это в секрете? Аналитик южнокорейской индустрии развлечений Чхве Хэйин объяснил, что эта стратегия сокрытия информации может быть мерой по снижению рисков, а также способом картирования реакции рынка. Если они объявят об этом слишком рано, ожидания рынка могут стать слишком высокими и обременить артиста, особенно в переходный период после перерыва BTS, сказал он в интервью с All Music Weekly. Он добавил: но теперь, когда эта информация просочилась, HYBE должны быть готовы изменить свою коммуникационную стратегию. Что еще больше усложняет эту ситуацию, так это появление утверждений о том, что HYBE пытались остановить этот проект на раннем этапе из-за внутреннего давления со стороны инвесторов. Это началось с опасений, что если два участника BTS будут слишком выделяться, это создаст разрыв с другими участниками и нанесет ущерб общей сплоченности бренда BTS. Однако, по словам того же источника, Чингук и Тэхин настаивали на продолжении этого проекта как форма актуализации своего творчества, а не просто коммерческого шуга. «Дело не только в популярности или цифрах продаж», — сказал источник. Чингук и Тэхён чувствовали, что существует музыкальное видение, которое они могут реализовать только работая вместе, и HYBE наконец согласились после долгих закулисных переговоров. Признаки того, что что-то находится в разработке, на самом деле начали появляться в течение последних нескольких месяцев. В нескольких сообщениях в социальных сетях Чингук и Тэхён были замечены в одной и той же студии звукозаписи несколько раз, даже за границей в таких местах, как Лос-Анджелес и Токио.
Однако ни один из них не подтвердил совместный проект. Даже в официальных интервью они часто избегали вопросов о возможности прямого сотрудничества. Теперь, с появлением этой утечки, все части головоломки, похоже, складываются воедино. Однако есть и много тех, кто критиковал HYBE за то, что они считались непрозрачными и слишком контролировали повествование. Один из крупнейших аккаунтов фан-базы, собака Иктаека Акальянце, написал: «Мы разочарованы тем, что HYBE слишком много играет с ожиданиями фанатов. Если этот проект реален, почему они должны были скрывать его, пока сотрудник не должен был его раскрыть?» Еще один большой вопрос. Ускорит ли эта утечка официальное объявление? Или HYBE продолжит ждать до того времени, которое они установили с самого начала? До сих пор HYBE не делала официального заявления относительно утечки информации. Однако местные и международные СМИ продолжают искать разъяснения. В последнее время журналисты из крупных изданий, таких как Billboard, Variety и Yonhap News, начали поднимать эту тему в своих главных редакциях, давая понять, что эта проблема больше не является просто сплетнями фандома, а попала в поле зрения мировой индустрии развлечений. Несмотря на всю эту напряженность, одно кажется очевидным. Если правда, что Чингук и Тэхён запустят глобальный проект сотрудничества, то это станет монументальным моментом в современной истории K-pop. Сочетание двух крупнейших магнитов BTS с контрастными, но взаимодополняющими вокальными и визуальными стилями имеет потенциал для создания работы, которая встряхнет азиатский рынок и одновременно прорвется через границы международной поп-культуры. Публика теперь с нетерпением ждет не только подтверждения, но и высокой вероятности того, что этот проект станет новой вехой в переосмыслении индустрии развлечений после эпохи BTS как группы. Станет ли T&K Eclipse Tour началом новой эры сотрудничества в K-pop? Или это всего лишь одна глава в длинном повествовании, которая систематически организовывалась HYBE? Влияние на HYBE и индустрию. Когда появились новости об этом крупном плане сотрудничества, следующим вопросом было, как это повлияет на внутреннюю структуру бизнеса HYBE? Эта утечка информации не только подчеркивает двух икон K-pop, но и ставит HYBE в центр внимания, особенно с точки зрения прозрачности, стратегического управления и корпоративной честности перед акционерами и общественностью. Согласно последним данным финансового отчета HYBE, большая часть их доходов по-прежнему в значительной степени зависит от BTS, будь то в форме роялти, товаров или стриминга. Хотя HYBE приобрела такие лейблы, как Praldis, KOZ и Source Music, и создала новые группы, такие как Nujins и Los Seraphim, финансовая стабильность компании остается тесно связанной с BTS. Однако проект сотрудничества Чингука и Тэхёна, по-видимому, был разработан вне основной рекламной структуры HYBE. Финансовый аналитик из NH Investment Ampersand Securities сказал: «Если правда, что этот проект был разработан втайне, возможно, HYBE создает неожиданный портфель, чтобы повысить цены акций в определенные моменты. Эта стратегия очень политизирована». Это подтверждается тем фактом, что с момента широкого обсуждения утечки акции HYBE выросли на 4,2% всего за один торговый день. Это показывает, что рынок отреагировал положительно даже до официального объявления. Однако с внутренней точки зрения есть опасения, что эта новость вызовет напряженность между фандомами других участников BTS. Хотя BTS известна своей внутренней прочностью, нельзя отрицать, что фан-база каждого участника имеет свою собственную динамику. Объявление об эксклюзивном сотрудничестве только двух участников, особенно тех, кто, как считается, имеет очень доминирующую фан-базу, как Тэхён и Чингук, может вызвать зависть у поклонников других участников, сказал доктор Кан Суджин, эксперт по корейской попкультуре из университета Ихва. Реакция фанатов разделилась. С одной стороны, многие выразили энтузиазм и высокие ожидания относительно музыкального и художественного качества проекта. Однако, с другой стороны, были и те, кто сожалел о стратегии агентства, которое считалось слишком закрытым и игнорировало открытое общение с сообществом ARMY, которое было главной опорой успеха BTS.